Когда речь заходит о сексуализированном насилии, то, что происходит после, бывает не менее травматично, чем само событие. Первая реакция общества, полиции, медиа, она может либо стать началом исцеления, либо нанести второй сокрушительный удар. От этого зависит не только судьба одного человека, но и наше общее доверие к системе. Давайте разберемся, где эта система ломается и, главное, как ее можно починить. Чтобы это не было просто теорией, давайте посмотрим на конкретный пример. Это вымышленная история, но она, к сожалению, до боли реалистично отражает то, через что проходят многие люди. Итак, все начинается с абсолютно типичной, я бы даже сказал, бытовой ситуации. Представим себе 19-летнюю студентку. Назовем ее Мария. Она на вечеринке в обычном студенческом общежитии. Там же ее знакомый по учебе. Ну, казалось бы, стандартная история, да? Что тут может пойти не так? И вот он, ключевой момент, который, к сожалению, слишком часто используют против пострадавших. Алкоголь. Нечеткие воспоминания. Именно за этот факт потом будут цепляться, чтобы сместить фокус с действия агрессора на поведение жертвы. А вот самое главное. Прямое и совершенно однозначное «нет». Несмотря на алкоголь, на слабость, Мария четко выразила свое несогласие. И словами, и действиями. Ее отказ был абсолютно ясен. И вот еще одна важная деталь. 2 дня. Марии понадобилось 2 суток, чтобы прийти в себя и заявить о случившемся. И это не значит, что она что-то выдумывала. Это абсолютно нормальная реакция на травму. Шок, стыд, страх. Эти чувства буквально парализуют. Но, как это часто бывает, самое тяжелое испытание для Марии началось уже после самого события. Давайте посмотрим, как отреагировали те, кто, по идее, должен был ее защитить. И вот тут-то и вскрывается вся суть проблемы. Вы только вслушайтесь. Первый же вопрос не о том, что сделал он, а о том, почему она пошла в комнату. То есть расследование преступления мгновенно превращается в допрос жертвы, как будто сам факт того, что она оказалась в комнате, может как-то оправдать насилие. Второй вопрос — это уже даже не намек, это почти прямое обвинение. По тексту читается легко. «Ну вы же пили, так чего вы теперь жалуетесь?» Классический жестокий прием перекладывания ответственности. И вишенка на торте. Вопрос, который основан на абсолютном непонимании того, как работает человеческая психика в момент смертельной опасности. Этот вопрос — прямой продукт вреднейшего мифа о том, как правильная жертва должна себя вести. Но и это было еще не все. К давлению со стороны правоохранительных органов добавился удар со стороны прессы. Давайте просто посмотрим на заголовок, с которым вышла статья об этой истории. Чувствуете? «Веселая вечеринка» в кавычках. Это сразу обесценивает все произошедшее. Слово «обвинила», а не, скажем, «сообщила», тонко намекает, что ее словам не стоит доверять. Это не журналистика, это чистая манипуляция. Так почему же вот эти вопросы и вот эти заголовки так разрушительны? У этого явления есть вполне конкретное научное название. Давайте копнем глубже и разберемся, что такое вторичная виктимизация. То, с чем столкнулась Мария, это и есть вторичная виктимизация. Проще говоря, это когда человека, который уже пережил насилие, бьют второй раз. Только теперь бьет система, которая должна была его защитить. Вот эти неуместные вопросы, унизительные заголовки — это и есть та самая вторая травма. А в основе такой реакции лежат очень живучие и очень опасные мифы об изнасиловании. Ну, вы их знаете. Миф о том, что пьяный человек сам виноват, или миф о том, что если не кричала и не отбивалась, значит, сама хотела. Эти стереотипы не имеют ничего общего с реальностью, но продолжают ломать жизни. А вот и научное объяснение, почему эти мифы — полная чушь. В момент угрозы жизни мозг выдает одну из 3 автоматических реакций — «бей», «беги» или «замри». И вот это замирание, оцепенение — это такой же инстинкт выживания, как и остальные. Требовать от человека в этом состоянии кричать — это как требовать силой воли остановить сердце. Это просто невежество. Хорошо, мы разобрали, как делать не надо. Но главный вопрос — а как надо? Давайте посмотрим, как могла бы и должна была выглядеть здоровая, поддерживающая реакция, в центре которой человек и его достоинство. Просто сравните. Разница колоссальная, правда? Слева заголовок «Скандал», который вносит приговор еще до суда. Справа заголовок «Информация». Он просто констатирует факт, без оценок, без драмы, сохраняя достоинство всех участников. А вот простая, но невероятно сильная модель первого разговора. Всего 4 шага, которые меняют абсолютно все. Первый
просто признать боль человека. Второй — четко сказать «это не твоя вина». Третий — вернуть контроль в его руки. И четвертый — предложите реальную помощь. Вот это и есть подход, который лечит, а не калечит. Но почему все это касается каждого из нас, даже тех, кто, к счастью, никогда с таким не сталкивался? Давайте посмотрим на картину шире. Как правильная реакция на насилие меняет все общество? Все очень просто. Когда система раз за разом ошибается, доверие к ней рушится. Люди просто перестают обращаться за помощью. Насилие замалчивается и становится нормой. И наоборот, правильная уважительная реакция создает общество, где каждый чувствует себя в безопасности, где справедливость — это не просто красивое слово. И в основе всех этих позитивных изменений лежит один очень простой принцип. В центре всего должен быть человек, который пострадал. Его безопасность, его достоинство и, что крайне важно, его право выбора. Вот что должно быть главным приоритетом для всех. И в конце вопрос, над которым стоит подумать. Просто представьте, что будет, если вот такой подход станет нормой. Для полиции, для врачей, для журналистов, да для каждого из нас. Как это изменит не только отдельные судьбы, но и все наше общество? Ответ на этот вопрос, по сути, определяет, в каком мире мы все хотим жить.